Фактически внешняя копия Apple Watch Ultra, так можно назвать смарт-часы, о которых сегодня пойдет речь. И это не какая-то подвальная реплика, потому что по факту это новинка от компании Amazfit, которая слегка похожа на яблоко. И опять же помним, что Amazfit клепают Mi Band для Xiaomi. Но при этом часы эти выполнены из качественных легких материалов, имеют большой AMOLED-экран на 1,75 дюйма с технологией Always On Display, обширный функционал, коронку для удобного перемещения по интерфейсу, постоянный мониторинг пульса, SPO2 и уровня стресса. Мониторинг сна, 8-дневное время автономной работы — это только малая часть того, что нам обещает производитель в рекламе к смарт-часам под названием Xiaomi Amazfit Cheetah Square. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я вам расскажу сейчас. И разумеется, они почти в 3 раза дешевле, чем мои Apple Watch Ultra. К слову, Apple Watch Ultra 2 скоро тоже выйдут, а на первый я так еще и не сделал обзор. Напишите, интересно ли вам. Распаковка. Упаковка стандартная для Amazfit. На ней есть название, изображение и краткие характеристики. Пакинг хороший, все пришло в целости и сохранности. В комплекте у нас есть карточка с QR-кодом для скачивания приложения, зарядное устройство с 2 пинами и довольно длинным кабелем, краткое руководство и сами смарт-часы. Смарт-часы легкие, ко всему еще и тонкие, как и 2 остальные модели этой линейки, обзор на которые вы можете посмотреть на моем канале. Вес Amazfit Cheetah Square составляет 37,5 грамма, а габариты 41 на 41 на 11,7 мм. Ремешок быстросъемный на 20 мм, розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны, постоянно это всегда. 5 Mi Band 7 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Как только 8-й бенд появится в продаже, буду его разыгрывать. Еще помимо этого, Honor Magic 5 Ultimate смартфон разыгрывается, условия по ссылке в ролике в описании. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к смарт-часам. Полетели. Поставляется модель только в светлой расцветке. Основная часть смарт-часов выполнена из армированного волокна полимера и алюминия, а тыльная часть пластиковая. Дизайн схожий с дизайном Apple Watch Ultra. В принципе, многие яблоко во многом копируют. Мы и так в курсе, да, с этими Dynamic Island'ами и остальными делами. Данная модель выглядит интересно. Также мне нравится сочетание цветов. Качество сборки и качество материалов хорошее. Ремешок из силикона со стандартным креплением и пластиковой застежкой. Данный ремешок очень удобный в использовании. Охват запястья от 140 до 205 мм. Ремешок не натирает, и запястье под ремешком не потеет. При носке смарт-часы не ощущаются, и спать в них комфортно. Далее, на корпусе расположили 2 контакта для зарядки, микрофон и датчик мониторинга здоровья. А вот динамика нет. Из датчиков на борту биометрический датчик BioTracker PPG с поддержкой измерения кислорода в крови, акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, барометрический высотомер и датчик освещенности. Cheetah Square могут круглосуточно мониторить сердцебиение с периодичностью в 1, 5, 10 и 30 минут. Уровень кислорода в крови измеряется автоматически в состоянии покоя, а уровень стресса каждые 5 минут. Вручную, разумеется, можно измерить все показатели, а также есть измерение одним нажатием. Мониторинг сна отличный, как и мониторинг фаз сна, и дневной сон они тоже считают. Также на борту есть система оценки здоровья PAI, дыхательные тренировки, активность, женское здоровье и различные напоминания. Весь мониторинг здоровья можно настроить на самих смарт-часах или в приложении. Графики отображаются информативно. Далее, на корпусе расположили 2 обыкновенные механические кнопки и 1 кнопку колесика. Верхняя кнопка в стоке открывает тренировку бег, а также на нее можно назначить переход к любой другой тренировке или переход к последней тренировке. Нижняя кнопка отвечает за переход к тренировкам. Также можно повесить на нее переход к любому другому приложению на смарт-часах. Кнопка колесика отвечает за переход к меню и выбор, а зажатием можно управлять устройством голосовыми командами. Но, к сожалению, данная модель не поддерживает русский язык на данный момент, и не думаю, что будет поддерживать, но есть английский. Прокруткой можно перемещаться по интерфейсу. Прокрутка реализована, по мне, не лучшим образом, но в целом использовать ее можно. Летим дальше. С фронтальной части нас встречает AMOLED-экран на 1,75 дюйма с разрешением 390 на 450 пикселей. Рамка у экрана большая, что расстраивает, так как в других 2 моделях рамки куда меньше. Экран не утоплен, интерфейс доступен на русском языке, перевод неплохой, как и шрифт. Плотность пикселей 341 ppi, цветопередача отличная, картинка четкая, без различных артефактов. Скроллинг плавный, и перемещаться по интерфейсу удобно. Яркость до 1000 нит при прямом попадании света на экран. Яркости хватает, пользоваться часами даже в солнечный день можно без проблем, но вот автоматическая яркость работает не всегда корректно, так как часто хочется добавить яркости лично мне. Время до отключения экрана максимум 30 секунд, функция включенный экран максимум до 20 минут, что стандартно. Также есть полноценный Always On Display, работает он в автоматическом режиме весь день или по расписанию. На борту имеется 5 предустановленных стилей AODA, а также можно установить циферблат
циферблаты, которые имеют свой стиль AODA. При поднятии руки экран загорается моментально, настроить скорость отклика и время работы возможность есть. Дополнительных функций для комфортного использования смарт-часов достаточно. С главного экрана свайпом слева направо это уведомления, сверху вниз панель быстрого доступа, свайп снизу вверх удобные карточки быстрого доступа, которые можно настроить под себя, как и панель быстрого доступа и меню, которое, к слову, открывается свайпом слева направо. В меню есть Py, тренировки, журнал тренировок, тренер ZEP на базе искусственного интеллекта. Чтобы использовать эту функцию, правда, необходимо в приложении создать план тренировок. Далее есть статус тренировок, к примеру, анализ VO2 Max, после тренировки время восстановления и нагрузка, измерение пульса, измерение кислорода в крови, измерение одним касанием, мониторинг уровня стресса, мониторинг сна, активность, компас, барометрический высотомер с давлением воздуха, погода с подробной информацией, VIP-карточки участников, плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Загрузить треки на часы возможность есть, за что плюс, но слушать ее необходимо через подключенные Bluetooth устройства, к примеру, беспроводные наушники или беспроводную колонку. Будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, календарь, солнце и луна, история менструации, дыхательные тренировки, секундомер и таймер, которые могут работать в фоновом режиме. Поиск телефона, мировое время, список дел и заводной таймер. А вот удаленные фотосъемки я не обнаружил. В настройках есть настройка звука и вибраций, вибромотор, к слову, тактильно приятный, но не настраиваемый, анализ и настройка расхода заряда аккумулятора, включение-выключение использования сохраненной карты, настройка режима не беспокоит, режим сна, включение режима экономии заряда, кнопочный режим, блокировка смарт-часов и настройка функции утренние новости. Летим дальше. Операционная система здесь, разумеется, ZEP OS версии 2.1. Выделенные внутренние памяти на борту 2,43 гигабайта, Bluetooth версии 5.3, связь со смартфоном держат они стабильно, подключить нагрудный датчик или различные другие спортивные аксессуары возможность есть, как и подключить беспроводные наушники или беспроводную колонку. Все по Bluetooth. Wi-Fi здесь тоже поддерживается, стабильный на частоте 2,4 ГГц. Тренировок на борту более 150 видов, разумеется, отслеживание плавания на борту, как и автоопределение 8 спортивных движений и 25 силовых движений. В плане GPS-навигации я бы не сказал, что они показали себя отлично, так как погрешность в построении пройденного маршрута есть и по мне не маленькая. Может, что допилят, но сейчас все плохо. Настроить GPS можно, как и загружать маршруты с оффлайн-картой на сами смарт-часы для использования навигации. Определение местоположения в городских условиях довольно быстрое, не более 7 секунд. Для тренировок есть, разумеется, огромное количество вспомогательных функций, настроек. Во время тренировки можно пользоваться плеером и навигацией, что удобно. Далее, функции Bluetooth звонков нет, это прям эпичный фейл за эти деньги. Входящий же звонок можно сбросить или поставить его на беззвучный режим. Уведомления приходят практически моментально, длинный текст посмотреть нельзя, смайлики отображаются, но не все, как и иконки приложений. Фото, картинки и так далее не отображаются. Клавиатуры для ответов нет. На звонок можно отвечать заготовками, а на уведомления заготовками и смайликами. Емкость аккумулятора 240 мАч, что значительно меньше, чем в версии Pro и читах Round. Полный цикл зарядки занял у меня 1 час 25 минут с включенным всем функционалом с обыкновенным использованием, но без включенного AODA их хватает на 3-4 дня. Заявленные 8 дней, я думаю, они прослужить могут, но на совсем минималках. Далее. Amazfit в читах Square имеют водонепроницаемость 5 атмосфер. Я не советую вместе с ними ходить в сауну или баню, я это каждый раз говорю, когда электронное устройство тестирую и рассказываю вам о них, а также купаться в соленой воде тоже нежелательно. Плюс любые перепады температуры с баню в прорубь особенно плохо сказываются на технике. Годами это повторяю и буду повторять, потому что очень у многих знакомых таким образом погибли неубиваемые какие-нибудь часы. У меня за время моего использования от влаги и воды эти часы никак не пострадали. Для примера, я их усердно топил в воде, в итоге весь функционал как работал, так и работает. Летим дальше. Amazfit в читах Square работает в паре с приложением ZEP. В приложении можно отслеживать все показатели вашего здоровья или перейти к тренировкам. Циферблатов более чем достаточно. В магазине есть анимированные циферблаты, также есть персонализированные циферблаты, кликабельные циферблаты, через которые можно переходить к определенным приложениям, и любую фотографию установить на заставку можно. В настройках для часов сами настройки практически идентичны настройкам на самих часах. Также в нем можно загрузить музыку на смарт-часы, загрузить карту, воспользоваться магазином с приложениями, которых не особо и много, но что-то хотя бы есть. Минусы: не отображаются все смайлики, нет клавиатуры, во всяком случае пока. Тренировка не может работать в фоновом режиме, нету полноценной мультизадачности, карты строятся с погрешностью
погрешностью в построенном маршруте. Также к минусам отнесу цену, так как она такая же, как и у старших моделей, притом функционал слегка урезан по сравнению с ними. Мне, конечно, удалось их купить дешевле, чем они сейчас стоят, но все равно ценник космос. За эти деньги, в принципе, очень многие производители, включая Huawei с их 3 Pro, Яблоко SE-шных версий, те же самые Amazfit, если не считать оболочку, предлагают значительно больше функционал. Поэтому, резюмируя, Amazfit Cheetah Square, как и остальные две модели в этой линейке, лично как по мне, неплохой выбор в отрыве от стоимости. Огромный плюс этих смарт-часов заключается в том, что они очень легкие и удобные, ко всему дизайн привлекательный, и спортивных настроек и самих тренировок здесь более чем достаточно. Но цену хотелось бы хотя бы на процентов 30 поприятнее, притом я говорю о долларовом эквиваленте. Понятно, что нам тяжело воспринимать цены в рублях, когда 1 к 100, а не 1 к 70. Очень советую иногда вам смотреть на цену в долларах, умножать на 76 и понимать, что вот так они должны, по идее, стоить в нашем сознании полгода назад, эти устройства. И это устройство даже при этом перемножении не соответствует ценнику. Пока, по моему мнению. Да и вообще я не особо жалую копии внешне каких-то очень популярных устройств. Пусть даже это не ноунейм, и это бренд, и все качественно, могли бы что-то свое придумать, как в других, к слову, часах. Девайсу от меня, как отдельному устройству и попытки сделать что-то интересное, да, потому что всех копируют, будем их оправдывать. Цене его пока нет. Подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Добра и удачи вам, дорогие друзья!